Типа, эта девка вышла из кустов с бутылкой и просто, типа, сказала мне вылезти из машины, схватила меня за волосы и начала меня бить. Хорошо. А как тебя зовут? Дарьен. Это Дарьен Сейтер. Она еще не знает, что всего через 2 дня ее тело, изуродованное до неузнаваемости, найдут на проселочной дороге. У нас тут труп на дороге. Она разлагается? Да, можно сказать, буквально чернеет, да. Сперва это выглядело как автокатастрофа, но свидетели рассказали куда более мрачную историю. Он такой: она мертва, у него все лицо в царапинах. О боже, он был просто в истерике и панике. В последующие дни детективы раскроют внушительный список подозреваемых, где каждый будет указывать пальцем на другого. Детективы еще не догадывались, что человек, которому Дарьен Сейтер доверяла больше всего, и привел ее к гибели. Около 8:00 утра 4 апреля 2020 года в шерифское управление округа Водком поступил тревожный звонок. 2 выгуливавших собак у парка Саут-Форк в долине Акме, штат Вашингтон, сделали жуткое открытие. Они наткнулись на молодую девушку на вид около 20 лет, неподвижно лежащую на гравийной дороге. Вокруг нее запеклась лужа крови, а тело было изувечено до неузнаваемости. На первый взгляд, все казалось трагическим наездом со скрывшимся водителем, но кое-что в обстановке на месте преступления настораживало. Да, я в парке Саут-Форк, и у нас тут труп на дороге. Человека сбила машина? Нет, мы ехали... Это парк. Мы ехали по гравийке, и прямо перед нами на дороге лежит девушка. Понятно. Вы проверяли пульс? Она мертва. Вы уверены, что она мертва? Абсолютно, без вариантов. Вы видите лужу крови? Да. Окей, а пульс проверяли? Да тут и проверять не надо. Она разлагается. Она разлагается? Она почти почернела уже. Окей. Когда на место прибыли экстренные службы, они быстро поняли, что все куда ужаснее, чем они предполагали. Следы протекторов проходили прямо по телу. Неопровержимое доказательство того, что ее переехали. Но что действительно повергло их в шок, так это состояние головы. Ее череп был пробит с жестокой силой. Это было сделано слишком намеренно, чтобы списать все на случайность. Вы видите на ней очевидные ранения. Угу, похоже, у нее буквально размажено лицо. Примерно в 6 метрах от тела следователи нашли в грязи черный телефон Galaxy J7. Отследив его, они выяснили, что мобильник не принадлежал жертве. Очень скоро этот телефон станет ключевой уликой, которая поможет распутать все, что произошло в то холодное апрельское утро. Личность жертвы подтвердили. Это была 21-летняя Дарьен Сейтер, которая в то утро ушла из дома на встречу с друзьями. С этой информацией повис главный вопрос: кто находился рядом с Дарьен в то утро? 21-летняя Дарьен Делин Сейтер жила в тихом городке Хадсон, штат Вашингтон, где о преступности практически ничего не слышали. Яркая, свободолюбивая девушка была известна своей любовью к природе и выражала себя через искусство. Дарьен дорожила временем, проведенным с семьей, но по мере взросления стремление к независимости постепенно отдалило ее от этого тепла и толкнуло к решениям, которые в итоге стоили ей жизни. При детальном осмотре тела судмедэксперты обнаружили на груди Дарьен 2 странных следа, не похожих на типичные травмы при ДТП. Дальнейший анализ подтвердил, это были ожоги от электрошокера. Открытие, которое вмиг разнесло в пух и прах версию с обычным наездом. Кто-то находился с Дарьен в момент ее смерти, и кем бы он ни был, он владел ключевой информацией об этом убийстве. Осматривая место происшествия, в нескольких метрах от тела следователи нашли сумочку и планшет Дарьен. Вникая в ее жизнь, детективы узнали, что именно в день убийства она должна была встретиться со своим бывшим парнем, 25-летним Пейтоном Моэном. Естественно, он стал их первой зацепкой. Детективы попытались связаться с ним, чтобы выяснить, состоялась ли встреча, во сколько и когда он видел ее живой в последний раз. Но тут дело приняло странный оборот. Офицеры, отправленные на поиски Пейтона, вернулись ни с чем. Он испарился. Когда детективы допросили его родных и друзей, все указали на одну и ту же дату — 4 апреля, день убийства Дарьен, как на день, когда его видели в последний раз. Пытаясь связать все нити, детективы расширили круг поисков, опрашивая всех, кто знал Дарьен и Пейтона или видел их вместе.
Но то, что они узнали, оказалось полной неожиданностью. Выяснилось, что Дариен боролась с наркотической зависимостью, а Пейтон был для нее не просто бывшим парнем, но и поставщиком. Текстовые сообщения показали, что Дариен писала ему с просьбой достать метамфетамин на $250. Пейтон согласился, и они договорились встретиться в парке Саут-Форк около 7:00 утра 4 апреля. Вот только с этой встречи Дариен так и не вернулась домой. Единственный человек, который оттуда ушел, теперь находился в бегах. Детективы не могли точно сказать, что именно пошло не так, но одно было очевидно. Сделка переросла в насилие. И для Дариен все закончилось жестокой смертью. Опубликовав фото Пейтона и объявив его в розыск по подозрению в убийстве, детективы начали проверять каждую зацепку. Но одно имя всплывало постоянно. Его лучший друг, тот, кто всегда, казалось, знал каждый его шаг. Поэтому 8 апреля 2020 года следователи вызвали на допрос 23-летнего Тайлера О'Кифа. «Я отойду вот сюда, оставлю вам, перекуси». «Спасибо». «Ага, вот салфетки». Это займет всего около минуты. Не прошло и минуты до первого вопроса, как детективы предложили Тайлеру пиццу. Ведь ничто не усыпляет бдительность быстрее, чем сытый желудок и наигранная доброта. В общем, мы ценим, что ты согласился с нами пообщаться. Угу. Ты догадываешься, почему мы хотим с тобой поговорить? Есть стойкое ощущение, что это из-за всей этой темы с Пейтоном Моэном. Пейтон Моэн? Пейтон кто? Пейтон Моэн. Ну да. Он один из моих лучших друзей, мы общаемся лет с 7 или 8. Так что... Вы вместе учились в школе или... Да, мы учились в Меридиан, ходили в Меридиан вместе. Он жил прямо за углом от меня на Pullman Circle. Так, давайте посмотрим. Вы учились в одном классе? По-моему, он на год старше. На год старше, понятно. А тебе сколько лет? 23. 23, хорошо. Так, можешь вернуться к вечеру пятницы? Где ты был? В пятницу вечером это было 3 число, если я не ошибаюсь. В общем, в пятницу вечером мы с невестой сильно поссорились, и я ушел где-то в 12, типа в полночь. Может, в 12:30, точно не знаю. Я пошел к нему, к Пейтону домой. Я пробыл там примерно до 4:30. На Вестбрук? На Вествуд, да. Точного времени я не знаю, но... Было около 4:30, когда Кортни приехала и забрала меня. Потому что я вообще не хотел идти кого-либо грабить. Ну, то есть, я таким занимался, когда был мелким, подростком, но я это давно перерос, понимаете? И да, она приехала, забрала меня. И я пошел домой. Мы с ней пришли домой, легли в кровать с нашим сыном, и я проснулся где-то в 7:30, вроде. Около 7:30. И Пейтон приехал и забрал меня из LMI, и мы поехали к нему домой на Пул-Роуд около 7:30. И, в общем, мы приехали туда где-то около 7:45, 7:20. Ой, не в 7:45, простите, я путаюсь. Я проснулся около 8. Думаю, да, сложно ориентироваться. У меня это есть в телефоне, но Кортни... Я никогда не говорил это Кортни, потому что не хотел, чтобы она устраивала мне истерику. Он был просто в полной панике. Он реально дико паниковал. Прости, Пейтон, забрал тебя из твоего дома в резервации? Да. Так, и во сколько, по-твоему, это было? Я бы сказал, где-то это было сразу после того, как Кортни забрала меня. Или сразу после того, как Кортни проснулась. Я знаю, что она проснулась около 8 или 9. Значит, примерно между 7:30 и 9. Пейтон забрал меня из моего дома и привез прямо к себе домой. И терпеть не могу. Ненавижу стучать. Не люблю заниматься подобным. Ненавижу стучать, а ты еще так смотришь на меня. Он сказал мне, что они все-таки довели до конца это ограбление. Или что там было. И его просто плющило, он был сам не свой. И я понял, что что-то не так. Понимаешь, я почувствовал, что что-то не так.
Я предложил съездить и купить ему пачку сигарет, и поэтому поехал. Не помню, была ли это заправка Shell или другая заправка прямо там. Мгм. В общем, я купил ему пачку сигарет, и как раз тогда он нарвался на свою мать. У нас с ним похожая история. Наши матери с приветом и не особо-то нас любят. Ну, я заправил ему машину, и потом мы вернулись к нему домой. Он начал. У него была жесткая паранойя, и он был... Я видел, что, хоть он мне и не рассказывал, что именно произошло, но он был полностью выбит из колеи. Понимаешь, о чем я? Он был сильно перепуган и, честно говоря, уже начинал действовать мне на нервы, потому что не хотел говорить, что случилось. И вот тогда я попросил отвезти меня обратно, и к 9 часам максимум я уже вернулся обратно в резервацию. Обратно в резервацию? Да. И Кортни и мой сын как раз только проснулись. Ладно. И ты описываешь его состояние как панику и неадекватность? Да. Что именно он тебе рассказал? Ну, он сказал мне. Похоже, он говорил тебе что-то еще до этого. Ну да, он говорил о том, чтобы пойти и ограбить какую-то женщину. Что? О ком он говорил? Он не назвал мне ее имя. Да и читая потом в газетах, я даже не знаю, публиковали ли вообще ее имя. Имя выходило в прессе? Да, в общем, я не знал той девчонки, о которой он говорил. Он объяснил, почему собирался ее ограбить? Нет конкретной причины, зачем ему это, он не назвал, но сказал, что сам сомневается и колеблется. Понятно. И в то же время я ему на мозги капаю, мол, чувак, хорош, это же женщина. Это же девчонка, блин. Мы же не такие люди, в конце концов. Ну, то есть... Он хотел, чтобы ты пошел с ним? Да, он просил меня. Просил поехать с ним, уговаривал сесть за руль и взять машину моей девушки. Куда? Куда именно? Он не говорил, куда собирается. Но вы должны были быть только вдвоем? Да, только мы вдвоем. Понял. Говорю ему, я не хочу сидеть за решеткой, понимаешь? Я сказал ему, у меня ребенок. И мне кажется, что то, что я упомянул ребенка, его задело. Типа, какого хера? Ты мне не поможешь, что ли? А я ему ответил, слушай, если ты не уважаешь меня и мои решения, то мне вообще нет смысла здесь находиться. Верно? И я не знаю, то ли ему нужно было выспаться, то ли... Так ты потом позвонил Кортни? Я попросил его отвезти меня назад. О, но в 4:30... Я думал, Кортни забрала тебя в 4:30. Кортни действительно забрала меня, потому что я уехал. Мы все еще были там около 9 утра, когда я изначально вернулся в дом Кортни. Нет, я понимаю, но я говорю про предыдущую ночь. В 4:30 утра. Да, Кортни забрала меня оттуда. Так ты позвонил или она тебе? Я воспользовался телефоном чувака, который там живет. Не Пейтона, а парня, который был напротив. Я воспользовался его телефоном. Окей, это Скотт? Точно, Скотт, да. Значит, ты пользовался телефоном Скотта. Ага. Окей. Ты позвонил Кортни. Она забрала тебя в 4:30. Она отвезла тебя домой. Изначально ты говорил, что проснулся примерно в 7:30. Возможно, так и было. Может быть, вы правы. А потом Пейтон приехал и снова тебя забрал. Да. Кто позвонил ему, чтобы он тебя забрал? Он сам приехал и забрал меня. Просто появился. И когда он забрал тебя оттуда, что он тебе сказал? Зачем ему понадобилось снова возвращаться и говорить с тобой в тот момент? Ну, не знаю, может, ему просто нужно было выговориться кому-то. Окей. И что он тебе рассказал о случившемся? Он сказал мне, он сказал, что ограбление прошло успешно. Это звучит дерьмово. И это полный пипец. Да. И что же именно он сказал, Тайлер? Я пытаюсь вспомнить дословно. Не хочу приписывать ему лишнего, понимаешь? Понимаю. Тем временем следователи нашли своего первого ключевого свидетеля. Телефон, найденный рядом с телом Дариан, был отслежен и принадлежал человеку по имени Малакай Декстер. Он был с ней в то утро во время сделки по продаже наркотиков. Малакай рассказал детективам, что пошел с Дариан в парк для обмена,
Но затем все пошло ужасно не так. Он сказал, что последнее, что он видел, как Дариан цеплялась за бок грузовика, когда тот уезжал на скорости, виляя из стороны в сторону, пытаясь ее сбросить, пока она не сорвалась и не рухнула на землю. Физические улики подтверждали его слова. Следы протекторов на месте преступления подтвердили, что ее тащили или сбили машиной. Опиши мне немного подробнее, как именно она цеплялась за машину. Ты разглядел, за что она держалась? Похоже, она держалась за крышу грузовика, и с моего ракурса казалось, что ее ноги были сбоку у двери, будто она висела как обезьяна или вроде того. Окей. Но когда они уезжали, думаю, ее пальцы зажало дверью или что-то в этом роде, потому что, когда их дверь открылась на ходу, она и упала. Покажи, как двигались ее руки, когда она падала. Можешь описать? Не особо. Окей. Я просто помню, в какой позе она лежала. Она лежала как-то неестественно, вся искривленная. Машину швыряла из стороны в сторону, и в какой-то момент их задок развернуло вот так, а потом резко вильнуло обратно. То есть ее занесло заднюю часть. Да, вильнуло. Окей, это было прямо здесь, и она сорвалась почти сразу после этого. Я капец как перепугался и просто не стал отпирать. И что потом сделал Тайлер? Он вышел и подошел к ней. Я не видел, трогал он ее или нет, он просто подошел очень-очень близко, а потом у него началась паника. Он кричал: «Она мертва, она мертва, у нее все лицо в ссадинах, о боже!» Он был в полной истерике и панике, просто орал мне газовать, и мы уехали. И куда вы поехали, когда уехали оттуда? Мы поехали сюда, спустились и повернули в сторону магазина Acme. Когда мы поворачивали к магазину, я рванул на полной скорости, и мы не видели грузовик тех парней, когда уезжали. Но у магазина я заметил впереди задние фонари. Машина ударила по тормозам и начала разворачиваться. И я не знал, вдруг они собираются поехать за нами. Мы очень быстро помчались в эту сторону, но за нами они так и не поехали. Понятно. И мы ехали в эту сторону хороших минут 5-10. Проехали пару поворотов за магазином, припарковались в каком-то случайном месте и начали говорить. Мы оба были в шоке и панике. И именно тогда нам пришла в голову идея про то, что мой телефон остался у нее, и что нужно отправить на него СМС. Понятно. А как твой телефон оказался у нее? Мой телефон либо выпал из машины, когда я выходил, либо остался у нее, потому что она подключалась к моему хотспоту со своего планшета, чтобы переписываться с людьми. Вот как она выходила в интернет. Ты раздавал ей хотспот? Да. Понял. Малакай признался, что в панике выбросил планшет и сумку Дариан из окна, пока уезжал. Надеюсь, что кто-нибудь найдет их вместе с ней. Он сказал детективу, что не знал участников нападения, но вспомнил, что их было 3, и одно имя отпечаталось в памяти — Пейтон. Это было все, что нужно следователям. Они быстро связали троицу. 25-летнего Пейтона Миона, 47-летнего Брента Гербера и 23-летнего Тайлера О'Кифа, который прямо в этот момент уже сидел у них в допросной, уплетал пиццу и вешал лапшу на уши. Адреналин фигачил так, что я сразу понял — дело дрянь. Ну и я не стал лезть в душу, не лез с вопросами, знать ничего не хотел. Пытался просто поддержать его, понимаешь? Он мой лучший друг. И? Так вот, помню, он сказал, что все прошло гладко. Сказал, что забрал деньги и сказал, что потерял свой маленький бонг для травы. Не знаю, нашли его вообще или нет. Пофиг. Но он никогда... Он не говорил мне, что кого-то убил или типа того. Кто был с ним? Я не... Я в газете прочел, как того чувака зовут, но сам я его в жизни не видел. Окей. Изначально ты говорил, что Пейтон рассказал тебе, будто они довели ограбление до конца. Что ты имел в виду под «они»? Ну, он и тот, кто его подвозил. Детективы позволили Тайлеру выговориться, пока тот плел сказки и путался в хронологии. Но когда они наконец решили прижать его, атмосфера в комнате резко изменилась. Тайлер забыл главное. Улицы никогда не врут. А под улицами мы имеем в виду камеры, тычками напичканные повсюду. Смотри, как с него сбивает спесь, стоит детективам выложить карты на стол. Да, у нас есть инфа, что ты был там вместе с Пейтоном. Так что давай, выкладывай детали.
В смысле, я был с ним? Да. Ну, у нас тут есть стоп-кадр, где ты сидишь в грузовике, в том самом белом грузовике с Пейтоном. Расскажи-ка, как ты там оказался с Пейтоном? Да не верю я, что я там был. А вот мы уверены, что был, потому что внешность у тебя приметная, да и фотки говорят сами за себя. В белом грузовике. То есть вы хотите сказать, где именно это было? Ну, в самых разных местах. В разных. Ты, Брент и Пейтон. Мы с Кеном копаем это дело с утра субботы. Так что да, нам накидали кучу наводок. Много людей поделилось информацией. Тут на каждом шагу, как ты понимаешь, видеозаписи и стоп-кадры с частных камер и все такое. Так что весь ваш маршрут оттуда мы знаем. Нам куча людей скинула записи со своих домов по пути вашего движения. Так что мы собрали эту мозаику воедино. Тайлер, мы знаем, что произошло. Давай ты просто начнешь сначала. Это будет лучшим решением, дружище. Для следователей Тайлер, очевидно, слабое звено. Из всей троицы ему есть что терять больше всех. Невеста, маленький ребенок и семья, которая на него рассчитывает. Это делает его идеальной мишенью для раскола. Он скорее всех заговорит, если поймет, что это шанс вернуться к нормальной жизни. Детективы прекрасно это знают и давят на то, преуменьшая тяжесть преступления. Мол, они видят в нем хорошего парня, который просто вляпался не в ту компанию. Кстати, если вам нравится это видео, сделайте одолжение. Поделитесь своим мнением в комментариях, подпишитесь и ставьте лайк, если понравилось. А теперь возвращаемся к допросу. Давай проясним. Мы не думаем, что ты сделал это специально, ладно? Хорошо. Я вообще не хотел в это влезать. Но я был в том пикапе с ними. Да. Я сидел на самом заднем сиденье. Угу. Но я ни на кого не нападал, честно. Я умолял выпустить меня к чертовой матери. Хотел уйти пешком, когда мы уехали оттуда. Но этот хрен Брент ни в какую не выпускал меня из этого гребаного грузовика. Бля, я же все видел. Я все видел своими глазами. Послушай, Тайлер, я знаю, это нелегко. Но именно поэтому сейчас важно выложить чистую правду. Мы с Кеном тебе верим. Да. Правда верим. Но крайне важно, как и сказал детектив Фрэнсис, в твоей истории есть пробелы, которые нужно заполнить. И мы надеемся, что ты нам с этим поможешь. Так, мы знаем, что ты сидел на заднем сиденье. Окей, я просто не хочу, чтобы у моей невесты были неприятности. Мы тоже этого не хотим. Поэтому правдивый разговор сейчас – твой лучший выбор. Да, я был на заднем сиденье. В общем, где там пробелы? Спрашивайте, я больше не буду вам пивдеть, простите. Все нормалек, проехали. Что Пейтон говорил о том, зачем он решил ее ограбить? Какая у него была причина? Вот этого я вообще не знаю. Окей. Да там и причины-то адекватной быть не может, понимаете? Так это он первым ей написал, или она ему? Без понятия. Не знаю, она ли ему написала с расспросами «Окей». Или он из тех типов, которые сами ходят и предлагают всем подряд. Понятно. Думаю, она сама ему написала, а он ответил «Да, без проблем, сделаем». Окей. У Пейтона реально было дофига с собой. У него была целая унция. Ага. Ну, то есть, я на глаз не скажу точно, но у него было больше дури, чем я за всю свою жизнь видел. Понял. Так у него изначально было намерение продать ей эту унцию, когда вы выезжали из дома.
Думаю, да. Окей. А когда было принято решение ее ограбить? Ну, это уже перетирали водила и Пейтон. Расскажи об этом подробнее. Я всю дорогу им твердил, что это хреновая идея. Говорил, у меня дурное предчувствие, это паршивая идея. А потом Пейтон обмолвился, что ее только что ограбили. Вот как все было. Пейтон упомянул, что ее ограбили буквально за 2 дня до этого. И это было правдой. 2 апреля, всего за 2 дня до убийства, Дариан действительно ограбила другая компания. Ничего, меня просто забрал мой знакомый. Я с ним познакомилась пару дней назад, и он сказал, что мы едем к его другу, а потом, чтобы забрали его машину со штрафстоянки. И он просто остановился там на обочине, надел халат, и из кустов выскочила какая-то девка с бутылкой, начала орать, чтобы я выметалась из машины, схватила меня за волосы и стала херачить бутылкой и вообще всем подряд. Ты знаешь, кто это? Девка по имени Кейтлин, а того парня вроде Джозеф зовут. Фамилию его знаешь? Без понятия. Познакомилась через друга, которого тоже толком не знаю. На какой он был машине? Синяя, не знаю. Ладно. Похоже на, пол минивэна или типа того. Ладно. Где ты живешь? Я живу в Бёрдс. Была у тети на той улице. Хорошо, а как тебя зовут? Дарьен. Фамилия? Сейтер. А первая буква имени? Д. Это ограбление оставило ее в отчаянном положении. В поисках дозы она связалась со своим бывшим, зная, что тот по-прежнему торгует по дешевке. Почему он решил это сделать? Не, он не говорил почему. Честно, без понятия. Не знаю, было ли это их общим решением с водителем провернуть эту херню, но что бы я ни говорил, они меня вообще не слушали. Забили на меня и включили хладнокровный игнор. Чья это была идея в большей степени? Брента или Пейтона? Без понятия. Я Брента вообще не знаю, я его впервые в жизни увидел. Но... в смысле, он доверял Пейтону, мол, мы не будем разворачиваться. Может, у Пейтона тупо не хватало товара, не знаю. И если честно, это чисто мое мнение. Потому что я не знаю точной причины и не знаю, чья именно идея это была. Но в какой-то момент Пейтон сам сказал, знаешь что, может не надо, давай не будем этого делать. А Брент такой, чувак, мы уже приперлись в такую даль, бля, потому что ни у кого из нас не было бабок. И он такой, ты мне еще за бензин останешься должен, за то, за сё, бла-бла-бла. Так что да. Вы уже были в парке в этот момент или еще ехали? По дороге туда, да. Тем временем детективы выяснили, что 47-летний Брент Гербер, третий соучастник, не был близко знаком ни с Пейтоном, ни с Тайлером. Он был просто водителем, наемной силой, которая внезапно оказалась в центре дела об убийстве. Его арестовали и привезли на допрос. И когда протекторы шин его грузовика идеально совпали со следами на месте преступления, у него практически не осталось пространства для отмазок. Опять же, с нами уже пообщалось несколько человек, и тебя опознали. Камеры зафиксировали тебя по всему Москито-Лейк и на 9-м шоссе. Так что мы знаем, что ты понимаешь, почему ты здесь. Мы просто хотим, чтобы ты объяснил нам, что на самом деле произошло. Брент, ты видел все своими глазами, ты и до. Так что давай, выкладывай, что случилось, дружище. Эти парни попросили подбросить их, чтобы встретиться кое с кем. Вроде как это было связано с тем, что она типа ограбила этого чувака, или ее подрезали, или какая-то такая херня. А как его зовут? Пейтон. Пейтон? Вроде Пейтон. Это единственное имя, которое я слышал, и то мельком. Ну и вот. Я повез их туда, привез на то место, где раньше салюты запускали, в Армис Парк, или как он там называется. И тут подъезжает эта машина. А они типа отсели назад за меня, и я такой, что за херня происходит? Начал палить в зеркало. И они мне, сдай назад к ним. Ну, я и сдал назад, к этой машине. Выходит девка, подходит к чуваку и начинает с ним перетирать. А я в телефоне залипал. Мне вообще по барабану было, что там у них и заем, понимаете, что между ними происходит. Я типа вообще не при делах был. Просто подбросить попросили, потому что у них ни тачки, ни прав, ни хера нет. А потом он орет, гони. Я такой, в смысле гони? Я типа вообще не при делах.
гони. И говорю, ладно, окей. А эта девка запрыгивает на грузовик, и они там начинают драться или типа того. А я просто продолжал ехать, и хрен знает, что там стряслось. Я потом говорю, чувак, ты должен был просто свалить, когда я тебе сказал. А он мне, ты о чем вообще? Ну вы типа бабки у нее отжали и все остальное. И я просто... Это напугало меня до усрачки, потому что я вообще не отстреливал, что происходит. Ну, я и давил на газ. Окей. Откуда ты вообще знаешь этих парней? Они живут в доме на колесах на участке моего кореша. В смысле, это не мой дом. Они тоже живут в доме на колесах. И они двое как раз там и тусуются. Ну, то есть не двое, а тот Пейтон. Поэтому я и согласился. Подумал, ну окей, я видел его там пару раз, подброшу, делов-то. Так что конкретно он тебе сказал? Что нужно сделать, когда свяжется с этой девкой? И что он собирался с ней сделать? Обчистить ее. Обнести. Окей, понял, ладно. И как второй чувак в это ввязался? Да не кореша. И ты знаешь его имя? Брент не стал молчать. На допросе он выложил все как на духу. Каждую деталь, каждую роль. И то, что именно делали Тайлер и Пейтон в то утро. Это было ровно то, чего Тайлер боялся больше всего. Окей, значит, возможно, решение ограбить ее возникло прямо по дороге туда, потому что он знал, что ее уже грабанули пару дней назад. Да, потому что, ну, в смысле, все же нормально шло. Девка вышла из машины. Бля, она подошла к окну Пейтона, и они разговаривали. По-моему, они даже покурили немного. И он передал ей хоть что-то из дури. Да. Ну, в смысле, я видел, как он передал ей пакетик. Похоже было на унцию. На унцию не тянуло, не. Окей. И думаю, именно тогда Пейтон и гаркнул. «Жми». Водитель такой, «Чего?» А Пейтон орет, «Да жми ты, гони, гони». Ну, водила и дал по газам. И эта девка запрыгнула на грузовик. Запрыгнула на грузовик? Где именно? Ну, со стороны пассажира. А потом в какой-то момент оказалась прямо по центру капота, прямо на машине. И потом, то есть она была не на подножке, она была прямо на капоте машины? Да. Клянусь богом, это звучало как какая-то херня из гребаного кино. А потом чувак ударил по тормозам и дальше погнал. Окей, и что потом? Что произошло? Он не остановился. Что ты слышал? Что ты видел? Итак, она на капоте. Он дает по тормозам. Что было дальше, Тайлер? Он просто поехал дальше. Он даже не затормозил. Я обернулся и... Я видел эту девку, и она пыталась сесть. Она не была мертва прямо там. Она не умерла просто от того, что ее переехали. Но никто не хотел тормозить. Я ору на Брента, чтобы он встал. Я ору, молю его, умоляю остановиться. Я в этом не участвую. Это не моя тема, не моя. А он решил гнать дальше. Ну и погнал. И мы с Пейтоном оба сходились на том, что типа, окей, ну, она не мертва. А Брент такой, да не, она точно жмурик. Я, блядь, переехал эту суку. Клянусь богом, я едва не начал душить Брента прямо там. Я орал, ты чё, блядь, ублюдок? Она же не просто какая-то мразота, как ты. Я не знаю, социопат он или кто, но... Ему было вообще пофиг. Ему вообще, блин, не было жалко. Мы с Пейтоном оба были в полном ауте. И именно поэтому я просил выпустить меня из грузовика. Это не то, на что я подписывался, не то, про что просил. Я не торгую наркотой. То есть, ну да, я употребляю, да. Но я не барыга. Я, блядь... Да я бы никогда в жизни не пошел на крайности ради наркоты или бабок, понимаете? Самое худшее, что я делал, это таскал шмотки из магазинов. У меня и так чуть не было статьи за грабеж, потому что детектив под прикрытием повязал меня в Таргет, и Гэвин, один мой старый кореш Гэвин, этого вообще не было в планах, решил сбить того чувака с ног, и мы дали дёру. И это тоже в некотором роде считалось грабежом. Черт, я в шоке был, потому что
Я не такой человек, который станет бить тебя, чтобы забрать твои вещи. Я не грабитель, понимаете? Типа, я признаю, что я потребитель. Я не грёбаный грабитель, понимаете? Я никого не граблю. Ну, мы верим тебе, Тайлер, но, как я и сказал, важно, чтобы ты дал нам больше деталей. Окей? Детективы видели насквозь судорожные попытки Тайлера выгородить себя, но когда они упомянули признание Брента, его поведение изменилось. Тайлер внезапно понял, что он тут не единственный, кто поет детективам. Пошла конкуренция, и ему нужно было срочно переврать историю, пока не стало слишком поздно. Ты должен понимать, Брент рассказал нам немного другую версию. Рассказы Брента ни черта не стоят. Брент — гнилой человек. Брент — гребаный социопат. К несчастью для Тайлера, Брент уже дал им то главное, что было нужно — детали. И эти детали рисовали совсем иную картину, нежели та, которую втюхивал Тайлер. Он сказал, что она его ударила. Помню, как он это говорил, но я уверен, что они ее тоже лупили. Я такой, это тупо до невозможности. Так, когда она была на подножке, они просто... Ты сказал, они на нее давили? Они ее выталкивали? Да, он толкал ее и типа бил по горлу, а чувак сзади достал шокер. И я такой, чувак, выруби ты эту дрянь, мне от этого моральная травма. Он ударил ее шокером? Я за рулем пытался удержаться, не знаю. Не знаю, я не слышал, чтобы кто-то орал от боли или типа того. Так что я хрен знает, херачили они ее им или нет, но... Но ты слышал? Серьезно? Ты реально слышал, как шокер трещал? Да. Окей. Потому что он продолжал им трещать, пока мы ехали. Я такой, чувак, у меня спецназ в доме выбивал двери и херачил меня этой штукой. У меня от этого реальный мандраж начинается. Так что Дженни тебе не рассказала, что потом произошло с девчонкой? Нет? Окей. Она не сказала тебе, что та умерла? Нет? Какого черта? Какого черта? Информация о шокере оказалась важнейшим козырем из-за следов на теле Дариан. Но когда детектив вернулся к этой теме в разговоре с Тайлером, реакция того сказала сама за себя. «Слушай, мы можем прояснить один момент? Мы тут постоянно слышим про шокер, который там применялся». «Шокер применялся?» «Ага, нет. Шокер. У меня был шокер, но я его не использовал. Просто у нее на теле, прямо вот тут, есть 2 следика от шокера». Да не, бред. Выглядит ровно как следы от шокера. Не-а, шокер. Я его только достал. Я же сидел. Она была вот с этой стороны, а я сидел с этой стороны, сзади. И все, что я сделал, просто потрещал им в воздухе, чтобы испугать ее, чтобы напугать. Чтобы напугать, да. Ну, потому что она цеплялась, а чувак начал резко разгоняться, понимаете? Но, блин, я бы не стал. Меня моя благоверная пару раз дубасила, и я не из тех мужиков, чтобы... Шокер остался в машине, потому что мы ее, кажется, эвакуировали. В какой именно тачке? В Хонде. В Хонде? Или в той машине, в которой вы были? В той машине, в которой мы вас повязали? Час назад. Не, его нет в машине. Не-а. Окей. Это твой личный шокер? Да, это мой личный шокер, да. Окей. Он все еще дома. Я могу вам его отдать, но я знаю на 100%, что я к ней не прикасался. Ну, он может нам понадобиться, чтобы снять с него замеры. Конечно, посмотреть, потому что ты говоришь, что не трогал ее. Я не трогал, не. Но похоже, что у нее 2 следа от шокера на груди. Нет. Да и Брент говорит то же самое. Не, я только достал его и щелкнул в воздухе. Я своей невесте давал себя разрядить, когда только купил его, и там даже следа не осталось. Он реально слабый. Я купил его в Big Five, он вообще слабомощный, ни о чем. Он упорно настаивал, что шокер был слабеньким, и утверждал, что ни разу не применил его на Дариан. И снова упустил шанс признаться. Детективы не поверили ни единому его слову и дали ему понять, что видят насквозь каждую попытку откреститься от убийства.
Но Тайлер продолжал гнуть свою линию, перекладывая вину и цепляясь за байку о том, что не ударял Дариен шокером. 10 апреля 2020 года, после недели поисков, детективы наконец выследили Пейтона Миона в доме родственников в Мейпл-Фоллс. Его тут же взяли под стражу и доставили на допрос. Но история Пейтона оказалась абсолютно не схожа ни с одной версией, которую они слышали до этого. Что вы хотите знать? Итак, ты договорился о сделке по наркотикам с Дариен? Да. Окей. Вы можете не называть ее имя, пожалуйста? Меня накрывает кошмар. Да, все в порядке. Без проблем, не будем. Как нам ее называть? Девчонка? Да. Окей. Так, вернемся назад. Ты знал ее? Да. По прошлому? Да. У вас были отношения? Да. Ну, я думал, у вас были близкие отношения около месяца после того, как она вышла из тюрьмы. Или СИЗО. Да. Значит, ты всегда ее знал? Да. Все не должно было так произойти. Расскажи, что ты помнишь. Я этого не делал. Они уже изложили свою версию произошедшего. Так что он просит тебя, по сути, пройтись по событиям и сказать: произошло вот это и вот то. Потому что их показания немного отличаются. И твои, вероятно, тоже будут отличаться. Так ведь? Правильно? Но нас там не было. Все просто пошло не по плану. Вот и все. Да. Ужасно. Чувак просто не останавливал машину. Странно. Да. Тайлер сказал, что тот чувак ни в какую не хотел останавливать машину. Ты умолял их? Расскажи нам об этом. Я умолял. Умолял в смысле: стой, едь, стой. Ты говорил ему остановиться? Да. Я говорил, знаешь, мы говорили ему. Он ответил: нет. И что, вы привели план в действие или как? Все не должно было так случиться. А как все должно было случиться? Мы как раз и пытаемся это узнать у тебя. У Брента совсем другая история. Да, я знаю. Я тебе прямо сейчас это говорю. И я расскажу тебе кое-что из этого. Да, я скажу тебе, что мне сообщил Брент. Пытается сказать, будто я заплатил ему и все такое, чтобы сделать то и это. Это неправда. Это то, что он говорит. Вот что, если это неправда, тогда расскажи нам, что произошло на самом деле. Ладно, хорошо. Итак, она дала вам деньги, а потом Брент просто спонтанно решил уехать сам по себе? Или был какой-то разговор? Я имею в виду, в самом начале. План изначально состоял в том, чтобы забрать деньги и свалить, и не давать ей дурь, да? То есть вы, ребята, намеревались ее кинуть? Таков был план. Итак, Брент рванул с места, а она была в окне. Она за что-то схватилась. Она попыталась за что-то схватиться. Я не знаю, за что она схватилась. За что она схватилась? Попыталась схватиться за меня, но потом она схватилась за дверь. И тогда Тайлер ударил ее тазером. И машина в этот момент едет, верно? И она на машине. Она кричит или просит остановиться. Или ты сказал, что она тебя ударила. В какой момент она тебя ударила? Я не думаю, что она меня ударила. Она типа вцепилась мне в лицо. Оу, просто вцепилась в лицо? Угу. И ты не ударил ее в ответ или что-то в этом роде? Нет, я ее пальцем не тронул. Ладно. И она просто болталась сбоку машины или как, когда она упала? Он едет, Брент едет, и она висит на ходу. Она болталась? Она бежала по земле или стояла на чем-то? Я не уверен, на чем она стояла сбоку у двери. Я не знаю, на чем она стояла, но она не отцеплялась. Пока Брент не начал вести машину совсем безумно. На какой скорости? Миль 40 в час. 40. Так что он продолжал дергать, ладно. И ты сказал, что Тайлер в какой-то момент применил шокер. Куда именно он ее ударил шокером? В шею, кажется, или в руку. То есть, и она упала именно тогда, когда ее ударили шокером? Шокер применяли целую минуту. Что это за... Ты говоришь, тазер? Как он выглядит? Что ты имеешь в виду? Не знаю, он фиолетовый. Фиолетовый? Понятно. Это из тех, которые выстреливают дротиками, как у полиции? Или просто электрошокер с контактными зубцами?
Да, и он трещит, издает звук тик-тик-тик. Ладно, и когда ее ударили шокером, она сорвалась, ты сказал? Да. В то время как Тайлер утверждал, что разряжал шокер только в воздух и настаивал на том, что прибор был низкой мощности, Пейтон рассказал совершенно другую историю. Он сказал, что Тайлер абсолютно точно применил тазер против Дариан, и судебно-медицинский отчет подтвердил его слова. Экспертиза показала, что прибор выдал заряд в 1,6 микрокулона, хотя известно, что все, что выше 1,0, вызывает сильнейшую боль. Это не было прибором низкой мощности, это были пытки. Ушло некоторое время, но да. И когда она упала, что произошло? Брент все еще ехал? Все еще ехал. Я такой: чувак, чувак. А он: не-а, я сваливаю. Он на самом деле чуть не врезался, уезжая оттуда, потому что гнал слишком быстро. Ладно. Так когда она упала, что случилось? Брент остановился? Нет. Он нажал на тормоз? Нет. Как она упала? Я имею в виду, она висела прямо в твоем окне? Ее ударило шокером, и потом она просто упала. Ну, он продолжал дергать руль, и она сорвалась. Она упала, когда дверь открылась? Двери вообще не открывались. Ладно. Угу. Окей. Это просто то, что мы слышали. Видишь, ты проясняешь нам другие вещи. Как выпал бонг? Бонг? Да. Потому что мы дали его ей подержать. О, так она... Выходит, она летела по дороге и держала бонг? О, бонг выпал задолго до этого. Задолго. Где он выпал? Что ты имеешь в виду? Не знаю, где он выпал, но я знаю, что она держала его в руке все время. Внутри пикапа? Снаружи пикапа? Снаружи. Ты не думаешь, что он был у нее в руках, пока он безумно водил? Я не помню. Я был обдолбан в хлам. Ладно. Итак, когда она упала, машина все еще двигалась. Да, машина двигалась. Брент вообще останавливался? Нет. Он резко тормозил? Нет. Значит, она упала, а он просто продолжил ехать. Ты это хочешь сказать? Так ее переехали? Или она обо что-то ударилась? Нам непонятно, вот мы тебя и спрашиваем. Ты был там, а мы нет. Я не знаю. Я видел, как она двигалась, когда мы уезжали. Я обернулся. Что ты имеешь в виду? Я обернулся, я видел, как их машина подъезжала к ней. И она двигалась? Ну, мне так показалось. Я не знаю. Я был обдолбан в хлам, но я просто хочу знать. Ее переехали? Что ты имеешь в виду под... Она двигалась? Она лежала плашмя на земле или сидела, или... Она лежала плашмя на земле. Выглядело так, будто она просто упала с пикапа. Так это выглядело. Ладно, ну так скажи мне. Ты слышал хлопок / треск? Нет. Ты чувствовал, как пикап переехал через что-то? Нет. Но ты был под кайфом? Да, я был под кайфом. И потом ты оглянулся, и она лежит на спине, плашмя на земле, вообще не двигаясь, или сидит. Или ты видел, как к ней подъехала машина. Ну, ты сказал, что оглянулся, и она двигалась. Что ты имел в виду? Я не знаю. Как я сказал, я был под кайфом. Ладно. Но я не знаю наверняка, шевелилась ли она. Но чувак не хотел останавливать машину. Брент? Да. Твой пикап? Но ты же сказал: нет, не мой пикап. У меня нет пикапа. Тот пикап, в котором вы ехали. А, да, значит, вы все еще ехали. Но ты оглянулся и сказал, что подъехала другая машина с ее друзьями? Да. И что они сделали? Чувак просто поехал дальше. Та машина остановилась? Да, остановилась. Видел, чтобы кто-то выходил? Он слишком быстро уехал после этого. Кто? Брент? То есть ты видел, чтобы кто-то выходил из той машины, когда они к ней подъехали? Нет, не видел. Ладно. Но ты видел, как они припарковались рядом? Да, окей. И потом вы свалили оттуда? Ага. Куда вы поехали? Повернули направо и поехали на восток? Честно говоря, понятия не имею. Но мы ехали примерно часа 2. И снова никто не хотел брать на себя ответственность. Пейтон полностью дистанцировался от произошедшего, несмотря на то, что именно он организовал всю сделку, которая закончилась ограблением и убийством. Единственное, что действительно объединяло Пейтона и Тайлера, это их общее стремление выставить Брента настоящим монстром во всей этой истории. Я все понимаю, ты пытаешься забыть об этом. Окей, но нам нужны детали, иногда это имеет решающее значение. Он так и не затормозил, вот почему я... Окей. Он сбавил скорость?
Иначе мы бы все вышли. Да, он сбавил скорость, но так и не остановил машину, верно. Единственный раз, когда он остановился, как мне кажется, или резко дал по тормозам, это когда чуть не врезался, но это было уже после того, как она упала. Ты постоянно ходишь вокруг да около того момента, где она упала с пикапа, а он дал дёру. А ведь именно там происходит много важного, так? Повтори еще раз. Извини, я обдолбан. Я знаю, ты виляешь. Так вот, она упала, и как ты сам спрашивал нас раньше, не переехали ли ее? Мы тебя о том же спрашиваем. Вот именно поэтому и не знаю. Понимаешь, я пытался сказать им, да ничего с ней не случилось. Я не думал, что с ней что-то стряслось, а они все паниковали. А почему они решили, что что-то произошло? Не знаю, почему они не заявили об этом. Ведь я был единственным, кто думал, что все в порядке. Почему они думали иначе? Из-за того, что пикап сильно качнуло, или... Я ничего не слышал. Ты сам что-то почувствовал? Хотя, опять же, я был навеселе до потери памяти. Ты удивишься, если мы скажем тебе, что пикап ее переехал. Ну, в смысле, нет, но это отстойно. Еще как отстойно. Угу. Что ты об этом думаешь? Я чувствую себя ужасно. Значит, тебя не удивляет, что ее переехали? То есть мне так сказали, но я не знал наверняка. Думал, они просто обдолбанные. А если я скажу тебе, что она была жива еще какое-то мгновение, пока вы уезжали? Значит, она все-таки шевелилась. Я так и знал. Я думал, с ней все в порядке. Могу я кое-что показать? Ты сказал, что электрошокер был фиолетовым. Фиолетовый. Он выглядел примерно так? Да, именно так. Это из магазина Big 5, потому что он говорил, что брал его там. На основе улик детективы начали восстанавливать картину того, что на самом деле произошло в то утро. Дариан связалась с Пейтоном, чтобы купить запрещенные вещества. И хотя они договорились о простой сделке, у Пейтона явно были другие планы. Когда они встретились, они ненадолго закурили, прежде чем все переросло в насилие. Без предупреждения Пейтон рванулся вперед и вырвал деньги у нее из рук. Дариан начала давать отпор, потому что не собиралась допустить повторения того, что произошло с ней 2 днями ранее. Но борьба быстро стала жестокой. И на этот раз все закончилось не в ее пользу. Пейтон начал наносить ей удар за ударом, пока Тайлер бил ее электрошокером, чтобы удержать на земле. Тем не менее, Дариан продолжала сопротивляться. Она цеплялась, брыкалась и боролась за свое. Когда парни попытались уехать, она отчаянно вцепилась в борт пикапа, крича им остановиться. Вместо этого Брент резко дал по тормозам на высокой скорости. Ее швырнуло вперед, прямо под колеса автомобиля, после чего он переехал ее. Затем они умчались прочь, оставив тело Дариан лежать на гравии. Правосудие по делу Дариан Сейтер оставило горький осадок. Пейтон Морион был приговорен к 12 годам лишения свободы с 3 годами испытательного срока. А Тайлер О'Кифф и Брент Гербер получили по 9 лет с последующими 3 годами испытательного срока. Приговоры вызвали волну общественного негодования. Многие посчитали их слишком мягкими за столь жестокое преступление. Если вам было интересно это дело, обязательно посмотрите ролик, который вы сейчас видите прямо на своем экране.